Привет! Сегодня на канале у нас о замене рулевого колеса на Honda Fit Shuttle Hybrid, в данном случае 2014 года. Несмотря на вот эти потертости, которых я даже до последнего момента особо и не замечал, руль меняется не поэтому. Руль меняется на руль от более дорогой комплектации, и вся суть замены именно в том, что у него есть управление круиз-контролем вот здесь. В интернете ходят легенды о том, что если купить руль от более дорогой комплектации и поставить его на самую дешевую комплектацию, даже на самую дешевую, вот, просто один в один подключить все разъемы, и круиз будет работать. Вот. Ну, также управление там бортовым компьютером и так далее. Вот. За управление музыкой и телефоном, как есть на новом руле, конечно, никто не ручается, но круиз должен работать точно. То есть вся задумка в данном случае у нас это круиз. Ну вот мы, соответственно, сегодня с вами и проверим, опровергнем или подтвердим эту гипотезу. Вот. Для этого нам понадобится обесточить машину. То есть машина обесточена. Рекомендую даже понажимать там педаль тормоза, чтобы все конденсаторы там разрядились уже точно. Вот, выждать 3-5 минут. Я выжду, конечно, 5 минут. Вот. Пока я снял вот здесь вот заглушку, под которой находится тот самый разъем, где у нас подключается подушка безопасности. Вот. То есть только после прошествия 3-5 минут обесточенной машины мы имеем право его разъединить, чтобы нам подушка не выстрелила в лицо. Вот. Подушка крепится вот такими двумя винтами Torx T30. То есть вам понадобится там ключ, либо бита. Сейчас я вам продемонстрирую ее. Это вот такая вот звездочка. Называется Torx T30. То есть она продается как в виде бит, так и такими Г-образными ключами, как шестигранники, например, в наборах. Вот. Ну что, сейчас будем откручивать подушку и так далее. Все, подушку мы демонтировали. Вот разъем подушки. Но здесь спрятан еще один разъем. То есть это разъем, как я понимаю, сигнала. Вот он так вот выглядит. То есть одна часть у нас уходит вместе с рулем. А вторая часть, которую вот это вот хвост я отсоединю. Вот, покажу вот хвост. Он у нас уходит с собой. Мы его приделаем на новый руль. Вот, все. Вернее, на старую подушку. И подключим к такому же разъему уже нового руля. То есть он там есть, я его видел. Сейчас приступаем к следующему этапу. Это у нас будет откручивание вот этого болта, который, собственно, и держит у нас руль. Болт у нас открутился вообще без каких-либо проблем. Не скажу, что самым обычным, но вот таким вот ключом. Отлично отошел. Я думал, будут проблемы, придется упираться во что-либо ногами, руками и так далее. Вот, отсоединил разъем от шлейфа. Вот, смотрим, в шлейфе у нас контакты. Не знаю, видно на камеру или нет. Вот там блестят. Вот они. Блестят контакты. В принципе, шлейф полный. То есть контакты есть в нем все. Вот, сейчас, значит, у нас какой этап? Я сделаю разметочку. Возьму линейку, возьму маркер. Вот так вот прицелюсь, значит, вот здесь. Прицелюсь на какие-то буквы Honda. Прочерчу ровную черту. Потому что, когда мы будем ставить новый руль, чтобы у нас максимально все сошлось. Сейчас его, конечно же, выпрямлю, чтобы он был в ровном положении. Вот. Будем пробовать. Продолжаем. Вот мы сняли руль. Вот, кстати, руль снялся с особыми усилиями. Пришлось упираться ногами в пол, в стенки, во все что угодно. Со свистом руль вылетел. Да, было непросто. То есть он очень плотно сидит на оси.
Вот сейчас следующий этап. Буду ставить новый руль, наверное, тоже с какими-то усилиями. Вот. Дальше будем подключать разъемы. Вопреки всем ожиданиям, руль оделся просто исключительно. Даже, я бы сказал, небольшой люфт имеется в зубчиках. Вот. Ну, совсем какой-то минимальный, но я его притянул болтом. Руль сидит идеально. То есть вот подключил разъем шлейфа. Сейчас буду ставить, соответственно, вот сюда наш переходничок для сигнала. Подключу подушку, прикручу ее. Все, смотрим дальше. Тест-драйв. Значит, легенда не сработала. Круиз при нажатии кнопки, то есть как стоя на месте, так и в движении, на приборной панели круиз не загорается. То есть легенда не сработала. Для круиз-контроля, видимо, не хватает каких-то разъемов в шлейфе, либо проводки до мозгов самой машины. Вот. Всем спасибо за внимание. Теперь вы знаете, как менять руль, как снимать подушку, если вдруг у вас с этим возникнут какие-то проблемы.